что ж, отправились в путешествие. Правильно выбрана курточка, потому что я даже легкую прохладу ощущаю, но приятную наоборот, когда едешь. А то я бы в тонкой, конечно, замерз. Еще неизвестно, что впереди ждет и в какое время я буду ездить. Да, легкая курточка, которая у меня есть, она годится только для города. Вот, ну или для времен какой-то прям супер жары. Нужно будет на выезде из города заправиться после КАДа. Какую-нибудь заправочку найти. Потому что бензина не так и много. Ну, точнее, полбака. А надо выехать с полным баком в СОВ, иначе не доеду. Я решил немножко рисковать в этом плане. Не взял с собой дополнительную канистру. Прикольно. Остановился и выехал возле мобильной камеры. Мой первый дальняк. Не ездил до этого в дальники. Правда, как купил этот макси-скутер, специально его купил в Москве. Вот. И в Санкт-Петербург ехал своим путем, просто обкатывая заодно первую 1000, там, не слишком вжаривая, да, до 100 км в час. И меньше. Как раз хотел проехать сразу на нем. Сразу хотелось прокатиться. Но это так. Сейчас, конечно, гораздо дальше. Вот. Для кого-то, может быть, это покажется и не так и много. Планируется 4000 километров проехать. Выезжаю из Санкт-Петербурга в Псков, Опочка, Великие Луки, Смоленск, через Брянск, Орел, Липецк, Тамбов, Арзамас проезжаю, Нижний Новгород, Балахну, Ярославль, Вологду, затем через деревню Каршево, Пудож, Медвежьегорск, Петрозаводск и возвращаюсь в Санкт-Петербург. Пешие походы я ходил месяц, и так далее. Так что эти запланированные 10 дней формально ни о чем, гораздо более цивилизованные. Еду просто по дороге, хочется прокатиться, посмотреть, в каком состоянии сейчас матушка Русь. Самое, что ни на есть ее середина, сердцевина. Вокруг Москвы так проехать через города Смоленск, Орел и так далее. Нижний Новгород, Вологда. Посмотреть, как живут люди. Я отметил множество интересных мест. Не факт, что я все их буду посещать. Многие из них вот такие, как просто проехавшие недавно водонапорная башня и тому подобные места. О, какая красивая дорога. Река Луга. О, или Луга. О, какая красивая речка. Если честно, это практически первая такая красивая речка. До этого были очень мелкие речушки. Прям такие, как ручейки. А это уже такая симпатичный разлив такой. Изгибы красивые. Новые крупели. Крупа, крупа, крупа. Крупели, крупели. Пели, пели, пели. Так. Спидометр у меня, сразу говорю, завышает на 10 километров в час. В среднем на скорости около 100 километров в час. Примерно на 10 километров в час. Вот.
почти все время на 10, если честно. Как-то он не очень по процентам. Ну, некоторые говорят, бывает по процентам сильно. Типа меньше скорость, меньше врет. Ну, может, здесь и есть такая корреляция, но не настолько сильная. Мне кажется, он почти все время там и при 130 он врет на 10 км в час. И при 70 он врет, вот, ну, может, чуть меньше, там, на 8 км в час. То есть разница такая небольшая при вирании. Поэтому и здесь Ростикс. Съешь комбо и будешь сыт. О, какие симпатичные холмики. Ой, какая красота. Вот даже в таком масштабе уже мне нравится. В Ленобласти в основном все такое плоское. Как только начинается вот такое все холмистое, это почему-то мне кажется таким родным и таким приятным местность, которая вот из холмов. Хотя вот, казалось бы, я люблю еще на велосипеде кататься, и вот там по холмам-то тяжело. Но глазу или там пешком походить по лесу, такие холмики приятно. Приятнее, чем просто чему-то прямому идти. Хоть это и тяжелее, но очень как-то комфортно. Проехав первые 150 километров, уже больше, могу сказать, что мне нравится. О, какая стелла, памятник. Вам, сильные, гордые духом, бесстрашные партизаны. Красный мост и красная машина по нему проезжает. Какая цветовая благодать. Дизайнер-перфекционист поет песню. Но здесь тоже такой изгиб дороги. Красивый, очень. Ой, еще одна красивая речка, и коровки пасутся. Почему мне нравятся изгибы? По изгибам энергия ЦИ течет наиболее благоприятно. Это для нее самый правильный поток. По прямым линиям она не течет естественным образом. Вот, она вроде бы это и не препятствие. Вот острые углы — это вообще препятствие для энергии ЦИ. Она там останавливается и скапливается. По прямым линиям она течет, но это не самое благоприятное для нее направление. Самое благоприятное — это изогнутое. Какой-то холмик заезжаем. О, какой! Какие красивые цвета. Такой неожиданный переход. Там было зеленое поле, а здесь оранжевое поле. Это буйство красок прям получилось такое. Так, поедем, посмотрим висячий мост. Где же ты, висячий мост? Так, вот висячий мост. Это мы ради тебя сюда приехали. Висячий мост, висячий мост.
Висячий мост. Так, я по нему даже хочу пройти. Такой деревянный, скрипит, качается. Ну вот, не зря приехал. Как интересно походить по висячему, качающемуся деревянному мосту. Что-то в этом есть такое чуть-чуть Индиана Джонс, как будто мы пробираемся к какому-нибудь секретному замку. Замки сейчас тоже увидим, но не здесь, а всякие старинные псковские. Почему здесь не было гостиниц дешевых? Столько домиков. Неужели никто не хочет сдавать? Было только 2 хостела. Один женский, второй что-то мне не понравился по фотографиям. Так что в результате я поеду ночевать дальше за 100 километров в Опочку. Звучит своеобразно. Но все-таки в Опочку без «ж», надеюсь. Бегуны занимаются спортом. Если хочешь быть здоров, закаляйся, в школу бегай без трусов, не стесняйся. Так, мне где-то припарковаться надо. Припарковаться. Я пока не понимаю, где мне можно тут припарковаться. О, стена. Может быть, здесь мне припарковаться. Городской парк культуры и отдыха. Здесь какие-то аттракционы. Почему-то никого на них нету. Никого. А ведь сегодня выходной день. Какая красота. Такие старинные камни. Кто-то когда-то их таскал, выкладывал. Ой, как некрасиво, правда, обновлена наверху кирпичом. Сейчас подходим к Михайловской башне. Где-то рядом еще порадуется кто-то. Барсик Миша должен быть. И Михайловская башня. Так и представляются древние богатыри, охранявшие, а также простые служивые и строители всего этого, которые таскали камни, чтобы соорудить это, чтобы защититься. Хотя, конечно, должны правду сказать, кроме защиты это, во многом это защита просто богатства всяких князей, которые выдавали, что это государство надо защищать. А на самом деле просто свое злато защищать от других таких же. А, вон Барсик. Вот он, Барсик. Я уже вижу его. Сейчас мы к нему подойдем. А, какой у нас тут Барсик.
Мостки сделаны приятные для прогулки. Сейчас мы попробуем пройти по бережку к какому-то саду камней. Называется садом камней. Кучу камней. Ау! Ну вот. Зачем я сюда попёрся? Кроссовки испачканные будут. Мокрые. Люди, наверное, в резиновых сапогах здесь ходят. А я в кроссовках. Сад камней. Как понимаю, этот мусор с камнями у нас называемый, носит гордое имя. Сад с камней. Ах, утяточки, как вас много тут. Все отдыхают, такие спят. Лапки поджали. Клювики, как интересно, положили все. Это у нас Гремячая башня, самая высокая каменная башня Пскова. Известна точная дата ее возведения. В лето 7033, по нынешнему исчислению 1525 год. Повеле князь Василий Иванович своему дьяку Мисюрию Манихину поставите стрельницу каменную на Гремячей горе, над Псковой рекою на круче, и того лета сделал тайник. Поначалу называлась Космодемьянской, по имени существующего здесь Космодемьянского монастыря, от которого на горе сохранилась каменная церковь 1540 года. Так вот, шестиярусная башня, диаметр основания 15 метров, высота около 29 метров. Здоровая. Ну, оно с той стороны реки, поэтому не смогу передать, наверное, всего масштаба. Но он действительно огромная. Мы проходили, я уже прошел несколько башенок, они намного меньше были. Еще немного уточек, уже не сонных. Как бурно реагирует. Здравствуй, кря-кря. Уточки продолжаются. Здесь прям какой-то утиный рай. Как они заныривают. Вот. С той стороны это Гремячий лес. Называется вся эта зелень. Вот это здание. По нему информация какая-то расхожая. В Яндексе это написано хлебопекарня. А в других источниках написано, что это кожевенный завод. Парк-то как называется? Парк Куопио, в котором мы тут гуляем с удочками. Альтернативное название — Финский парк. Но я бы его назвал Утиный парк. Потому что такого количества уток я еще не видел, честно признаюсь. Они просто тут везде. Посмотрите. Везде, вот куда они просто поворачивают в любую сторону. И везде одни утки. Какой приятный солнечный день. Да, доехал я до Пскова. Хорошо. Было все солнечно. В один момент покапал дождик прямо. Даже не знаю, откуда там взялось. Какое-то маленькое облачко пролетело. И 3 капли упало. Это за всю поездку. Все остальное время было сухо. Вот. Интересно, что недалеко от Пскова проезжал какое-то селение, прям все мокро было. Прямо запах вот этот после дождя, свежий. То есть чувствуется, что прямо передо мной прошел дождик такой хороший. Вот так. Пока начало приятное. Природа говорит о том, что не зря я отправился. Очень интересный Псков городок, такой весь низенький, весь в холмах. И вот ты идешь с холма на холмы. Очень интересно, что постоянно встречаешь лестницы. Здесь лестница, там лестница, подъем, спуск. Вот. Ну, это, конечно, парковая может быть лестница, но даже и без парков, перепады.
Семеновский мост. Такой вот со странными конструкциями. Вероятно, предполагалось, что на них что-то сверху должно быть, что ли. А может, или что это такое? Дизайнерское решение такое? Ну, спорное. Хотя сейчас посмотрю, как сверху. Может быть, сверху это смотрится непосредственно. Снизу, конечно, решение так себе. Вот, как я уже говорил, лесенки. Ну, такое себе. Вот так гуляется по тихим псковским улицам. Так вот раз наводил. Среди этого вдруг может что-то попасться старинное. Достаточно активно встречается, наводил под старину. Петра и Павла с Буя. 1530 год, по-моему. А первое упоминание 1300 какой-то. 1330, по-моему. Ой, здесь все древнее. Не, мне нравятся древности, мне нравятся. Вот такие только большие древности, не прошлого века, позапрошлого уже точнее, а прям вот супер древние, чтобы было. Какой-то городской праздник. Я шел, собственно говоря, к Кремлю Псковскому, вот он там впереди, за праздником. Есть какой-то детский праздник, что-то там, спорт, спорт и жизнь. Так, площадь с дедушкой Лениным, ну как же без него-то. Где Кремль? Там и дедушка Ленин. Вот Кремль. А вот Ленин. Они прямо тянутся друг к другу. Вот другой город, другой Кремль. Но Ленин рядом. Будем обходить Кремль. Это у нас Власевская башня. 15 век. Там же он ни одного человека берет, он берет. Что ж, такой вид на Кремль. Инсталляция «Россия начинается здесь». Идем так вот вдоль этой инсталляции «Россия начинается здесь». Немного ржавая, немного грязная, но Кремль красивый. Башня Кутикрома, что означает в углу Кремля. В 1400 году построена была. Это мы обходили кругом плоскую башню. Это мы все по Кремлю идем. Зацените размер ступенек. Ступеньки, наверное, в 2 раза выше, чем современные ступеньки. Как же люди все время хотят построить что-то огромное, что-то большое. Это ближе воспринимается к тому, как это видится. Чуть-чуть лучше. Может, будет мутнее, я не знаю. Но глазами видится ближе к такому. С другой стороны, от этого неожиданно европейская набережная. Сведения интересные. Оказывается, на месте этого Ленина был памятник Александру II.
русскому императору Александру II, открытый 27 июня 1886 года в Пскове. И площадь называлась Торговая. Ну а сейчас понятно, площадь Ленина. Такие котики. И на них специальные, чтобы полазить. Котики-скалокотики. Каруселька. Прям такая классическая. Почти. Со всякими животными. Улица центральной части Пскова. Над стеной сделали ресторан. Интересно, это не является нарушением историческое какое-то. Довольно интересное использование стены. Фонтан. Не мог пройти мимо фонтанов, конечно же. Ну как можно увидеть в жаркий летний день фонтаны, пройти мимо? Конечно же, надо подойти. Желательно запрыгнуть в фонтан. Но, наверное, все-таки этого делать не будем. А вот рукой окунем. Водичка. Хорошо. Немного радуги. Интересно, она видна или нет? Будет. Вот. С такого ракурса. Ну, вот такой у нас номер. Раковина есть, туалет где-то на этаже. Вид из окна на крышу. Там какая-то речушка.